Тихо и невероятно уютно было в коттеджном поселке на окраине большого города. Шикарные особняки стояли на почетном расстоянии друг от друга так, чтобы как можно меньше напоминать их владельцам о существовании соседей. Особенно сильно выделялся самый большой из домов, поражающий особенным блеском. По всей видимости, в нем жили действительно богатые и при этом не скрывающие своего достатка люди. Только желтый спортивный автомобиль у ворот чего стоил. Хотя и сами ворота, произведения кузнечного искусства ручной работы, оценивались в множество зарплат обычных рядовых граждан. Наверное, об этом подумал сейчас, почесывая макушку седой головы, старик, остановивший свой велосипед перед домом, чтобы оценить его богатство. Однако оттого веяло таким холодом, что Макарыч поскорее вновь оседлал своего железного коня да закрутил педали, укатив прочь и бормоча себе под нос. Злые люди тут живут. Недобром они заработали свое богатство. А в это время в этом самом доме за столом в шикарно обставленной дорогой мебелью гостиной сидела, казалось бы, дружная семья, состоящая из 4 человек. Во главе восседал грустный, смуглолицый мужчина исполининского роста, зажатый в громадных руках нож с вилкой, которыми тот орудовал в своей тарелке, казались просто игрушечными и до смешного неуместными. По правую руку от него сидела красивая женщина средних лет с натянутой и неискренней улыбкой на лице. Светлана Александровна. Сегодня их сын Владимир сделал предложение девушке своей мечты, которое та с удовольствием приняла. Но еще бы ей было не согласиться, этой нищей оборванке, несчастной студентке медуниверситета. Да она ухватилась за этот шанс, прилипнув как муха к варенью, со злобой думала женщина. Однако при этом не подавала виду, что будущая невестка ей неприятна. «И что же ты, это, Настенька, ничего не ешь? Худеешь, наверное?» «Ох, эти новомодные диеты! Но тебе они абсолютно ни к чему. Ты ведь настоящая красавица с точеной фигуркой. Нашему сыну просто невероятно повезло встретить девушку такой модельной внешности. Ну, разве чуток можно было бы убрать животик? Но это мелочи. Сегодня ты наша гостья, поэтому угощайся. Ты ведь, наверное, никогда ничего подобного не пробовала. Так где, ты говоришь, живешь?» Любезно спросила у девушки будущая свекровь. Та сидела ни жива, ни мертва от ужаса. Не каждый день ведь общаешься с настоящими миллионерами. И при этом крайне интеллигентными людьми. Во всяком случае, так всегда представлял отца с матерью Володя. Однако от этой интеллигентной беседы ей стало совсем не по себе. Ведь только что ее, по сути, назвали толстухой, которая, видимо, только что и делает, как набивает живот дешевым фастфудом. Поэтому и пылали от стыда сейчас у Насти щеки. Но она все же изо всех сил при этом старалась произвести положительное впечатление на родителей своего жениха, которые, в общем-то, и сами стали миллионерами не так давно. «Мы с мамой после того, как исчез мой отец, живем в общежитии», ответила она через силу, стараясь улыбаться. «Да уж, не лучшее место, тем более для молодой девушки. Уж я-то помню, какие в свое время там гремели вечеринки», подмигнул ей Александр Петрович. «А как свет выключишь, так со всех щелей лезут крысы и тараканы. Да уж, настоящая жуть. Ничего не скажешь. Но это ничего. Главное ведь любовь. С Милой в рай в шалаше», зычно засмеялся мужчина. При этом бедная девушка едва не заплакала, с трудом сдерживалась. Неловко себя чувствовал при этом и Володя. Не такой встречи Насти с родителями он ожидал. А между тем атаку на бедняжку продолжала его мать.
«А что же, отец бросил вас?» Задала очередной каверзный вопрос Светлана Александровна. И, не дожидавшись ответа, сама ответила на него. «Ну ничего, всякое в жизни бывает. Любил, наверное, а потом чужая юбка подвернулась, вот и махнул из родного гнезда. Уж сколько таких примеров!» «Нет, все было не так», — уже дрожащим голосом ответила девушка. «Мне, пожалуй, пора. Нужно еще подготовиться к экзамену. Володя, проводи меня, пожалуйста». Тут же засуетились с проводами и родители парня, желая показать свое небывалое гостеприимство. Впрочем, свое отношение к будущей невестке они, кажется, обозначили весьма четко. Настя почти выбежала из гостеприимного дома. Владимир хотел отвезти девушку домой, но та наотрез отказалась, сославшись на дела и на то, что ей хотелось бы немного прогуляться. Лишь оказавшись за воротами, она наконец-то дала волю слезам, которые едва сдерживала за столом. Да уж, встреча с родителями жениха произвела на нее просто неизгладимое впечатление. Желанием бедной девушки было навсегда порвать с Володей, ведь, очевидно, она ему не пара. Но не могла она этого сделать, потому что любила молодого человека самой чистой, светлой любовью, на которую только была способна. Причем любила именно его, а не его деньги, в которых тот буквально купался. «Что же мне теперь делать? Очевидно, что они никогда не примут меня в семью», — с тоской размышляла она, медленно идя домой, вдоль набережной, по которой она так часто гуляла вместе с отцом, преуспевающим бизнесменом. А потом тот просто исчез, оставив ей с матерью лишь кучу долгов, передав убыточный бизнес своему компаньону. Однако Настя никогда не верила, что ее любящий такой добрый папочка мог так поступить. Наверняка в его исчезновении была совсем иная и очень веская причина. От этих невеселых мыслей ее неожиданно отвлек крик. Обернувшись, девушка едва не обомлела. Похоже, судьба решила окончательно добить ее сегодня. Пока Настя приходила в себя, вернувшийся в дом Володя имел очень серьезный разговор с родителями. Едва сдерживался он, чтобы не закричать. «Что это было? Какое вы имели право так оскорблять Настю? Она шла сюда такой веселой, а вышла мрачнее тучи. Если вы думаете, что таким образом расстроите наши отношения, то ошибаетесь. Я никогда ее не брошу». «Но, сын, я тебе уже давно твержу, что эта девушка тебе не пара. Ты наследник многомиллионного состояния, а она нищенка, заморашка. Таких по улице бродят толпы. При этом, как хищницы, поглядывают на таких глупых молодых людей, как ты, норовя занять место под солнцем», — твердо отвечала его мать, давая понять, что этот разговор окончен. Поддерживал жену и отец. Ссора назревала нешуточная. Видя, что родителей не переубедишь, и не желая при этом отказаться от той, которую полюбил всем сердцем, молодой человек заявил, что в таком случае уйдет из дома и начнет новую жизнь. На завод пойдет работать, а своего все равно добьется. «Никуда ты не пойдешь», – завопил его отец. «Ты наш сын и должен чтить родителей». Однако Владимир его не слушал. Схватил сумку с вещами и намеревался догнать Настю. Он выскочил за ворота, бросив ключи от стоящего там спорткара к ногам отца. «Вот, вырастили сынка. Ну ничего, скоро вернешься», — бросила ему вслед мать, после чего, обернувшись к мужу, сказала: «Ты знаешь, что делать. Эта девка больше не будет пудрить мозги нашему сыну». В ответ ее супруг лишь кивнул. Уж ему-то не впервой было заниматься грязной работой. Да, чета Ковалевых была бы, пожалуй, парой самых обычных миллионеров, если бы не одна их особенность, которая уже, похоже, начала превращаться в привычку.
Всего за год до этих событий из почти такого же дома, лишь только вблизи областного центра, вышел среднего телосложения мужчина в деловом костюме. В руках у него был небольшой чемоданчик с документами и деньгами. Стоя у калитки, его на прощание напутствовала супруга. «Ох, Костя, лучше бы ты не ехал в столицу. Это так далеко, да еще и с деньгами. Сам знаешь, какие сейчас времена лихие. А мы с тобой живем не где-то на востоке, где ворам и бандитам только одно наказание». «Да брось ты, Валюш, скажешь тоже. Какие воры? Да и кто знает, что у меня деньги есть, ну, кроме Александра. А я ему верю больше, чем себе. Все-таки служили вместе. Не раз он меня выручал, а я его. Сейчас вот бизнес совместный у нас. В общем, успокойся. А Насте не говори ничего. Пусть сдает свои экзамены спокойно. Завтра вернусь и оглянуться не успеете». Тяжело было на сердце у женщины, предчувствовала беду. Да и этот Александр, компаньон мужа, не внушал ей доверия, хоть она его и не видела никогда. Однако часто слышала разговоры мужа с ним по телефону. И, похоже, ни о чем другом, кроме как одолжить тому денег, они не велись. Костя со спокойной душой сел за руль своего новенького автомобиля и направился в путь по дороге в аэропорт. Все-таки зарабатывал мужчина достаточно, чтобы позволить себе более комфортный способ добраться до столицы, чем по железной дороге. Каково же было его удивление, когда в лесополосе, неподалеку от своего дома, он заметил машину с поднятым капотом, под которым возился Александр. Остановившись, мужчина с удивлением приветствовал приятеля. «Сашка, здорово! Ты как здесь оказался? Договаривали же встретиться в столице». «Здорово, Костик! Брата вот похоронил. Рядом здесь жил. Думал, успею к тебе, пока ты не уехал. Еще и в попыхах телефон, представляешь, забыл. Позвонить не мог. А тут еще и с движком что-то случилось. Никак разобраться не могу. Хорошо, что все-таки не разминулись. Да уж, сюрприз тот еще. Дай-ка гляну, что там у тебя. А потом рванем ко мне, с женой познакомлю. Давно она уже хочет узнать, что ж за компаньон такой у меня. А у тебя, оказывается, еще и брат есть. Ты ведь мне никогда о нем не рассказывал. Молодой совсем, говорил мужчина, склонившись над двигателем. Да, земля маленькая. Видишь, как встретились, ответил ему Александр. Вот только в следующий момент Костя получил от друга такой удар чем-то тяжелым по голове, что мгновенно провалился в черную пропасть, рухнув на землю, как подкошенный. Тут же из-за кустов выбралась симпатичная женщина. Удовлетворенно оглядев работу мужа, она взяла инициативу в свои руки. «Ну чё встал, как истукан? Давай, помоги его переодеть в тряпье. Потом повезем на свалку, да и выбросим. Фиг его кто там найдет. А если и найдут, подумай, что бездомный ласты склеил. Давно пора было с ним кончать. Проверь деньги, документы на бизнес. Все на месте». Да уж, сейчас ведь не лихие 90-е, чтобы так легко можно было выдать мертвеца за некого бомжа. Отпечатки пальцев-то в базе полиции имеются. Кроме того, и киллеры из них были никакие, ведь Константин остался жив. Александра же с супругой, выбросив его на придорожной свалке, поскорее вернулись восвояси. Уж теперь все документы для того, чтобы объединить бизнес, у них были на руках. Да и наличных хоть отбавляй. Вот только просчитались, негодяи, выжил мужчина, очнувшись спустя пару часов после того, как почувствовал, что кто-то хлопает его по щекам. «Эй, приятель, ты живой?» — говорил ему, склонившись над ним грязный бездомный. «Где это тебя так угораздило? Не иначе шпана напала».
Крайне повезло свежеиспеченным бандитам, что мужчина начисто потерял память, а будучи одетым в тряпье, даже мысли не допустил, что кем-то другим он может и быть, кроме как представителем мусорной богемы. Забыл он и о жене, и о дочери. Так и не дождалась Валентина мужа, как сквозь землю провалился. Лишь только его машину нашли в лесу, самого же мужчины в ней не было. В шоке была и Настя. Никак это не было похоже на ее отца. Следователи выдвигали разные версии его исчезновения, в том числе и наличие любовницы, которой тот избежал, прихватив деньги и продав фирму компаньону. Даже и не подумали правоохранители проверить причастность к исчезновению его друга. Ведь репутация бывшего полицейского была не запятнана, даже пылинкой. Так и зависло дело в глухарях. А вскоре люди Александра попросили Валю вместе с дочерью убраться из дома, ведь он был выставлен на продажу, а благотворительностью преступная семейка заниматься не собиралась. Так оказались они в общежитии, которое выделила женщине жилищная контора, в которую та устроилась работать бухгалтером. А спустя несколько месяцев судьба, видно, решила окончательно поиздеваться над несчастной семьей, сведя Настю и Владимира, познакомившихся на первом из студенческих мероприятий. Сам же Константин оказался за это время в такой глуши, следуя за своим новым знакомым, что и сам уже не знал, в какой области великой страны находится. Возможно, и сгинул бы мужчина в бескрайних мусорных просторах, если бы однажды, решив развести костер для согрева, приятели не раздобыли старую газету годичной давности, на которой на первой же странице красовалась его фотография и была целая заметка о таинственном исчезновении бизнесмена. Тут-то и вспомнил Константин тот удар, который получил от лучшего друга. Вспомнил он и разговор того с супругой, когда они везли его на свалку, думая, что тот отдал Богу душу. Костя тут же помчался в родной город, в котором первым делом и обратился в полицию. Узнал новый адрес жены и дочери, а заодно и так называемого друга. Там он и увидел свою дочь, выходящую из дома. Девушка была удивлена, когда увидела на набережной отца. Они бросились в объятия друг друга. Не менее нежной была и встреча Кости с супругой этим вечером. Во время ловли на живца взяли преступную парочку. Оба чуть в обморок не упали, когда тот явился к ним в дом, подумав поначалу, что это признак пожаловал в гости. Выйдя из оцепенения, бандиты хотели завершить незаконное дело. Но это им, разумеется, не дали сделать. Оба супруга отправились в места не столь отдаленные за попытку убийства, мошенничества и подделку документов. Поначалу расстроилась и предстоящая свадьба их сына и Насти. Однако спустя некоторое время парень сумел доказать девушке и ее семье, что яблоко от яблони падает иногда весьма далеко.